При самой своей первой покраске, помню, столкнулся с такой херней, как же настроить пистолет для того, чтобы он хорошо распылял и был ровный красивый факел. Сейчас мы об этом поговорим и попробуем. Конечно же, многое зависит от самого пистолета и от распыляющей головы, так как есть пистолеты, задроченные под работу с лаком и отдельно задроченные под работу с базой. Но мы не будем вдаваться в эти тонкие подробности, а будем приближены к нашим гаражным реалиям и возьмем более такой универсальный вариант, которым в принципе все гаражники пользуются. Но на самом деле суть дела это не меняет. К любому пистолету есть инструкция по использованию. И там написано рабочее давление пистолета, когда он будет работать у вас правильно. В моем случае это 3 бара. На материалах тоже пишут рекомендованное давление по их распылению, но это все херня. Ориентируемся то, что у вас написано на пистолете. Кто-то использует манометр, кто-то нет. С манометром настроить корректную работу гораздо проще. Как видно, у меня он есть, но не на пистолете, поэтому я буду показывать без него. Но мы рассмотрим оба варианта. Очень важным фактором является густота материала. Без разницы, лак, краска или грунт, в обязательном порядке их нужно довести до рекомендуемой вязкости. Тогда и только тогда ваш материал будет правильно работать, и пистолет тоже. Это либо на опыте пробы и ошибок, ну либо с помощью вязкозиметра. Очень крутая штука, кстати. Смотрите, если вязкость вашего материала правильная, а факел все равно говно, то проблема уже в самих регулировках пистолета, и нужно что-то подкрутить. Вот поэтому настолько важна вязкость, чтобы вы понимали, откуда растут ноги вашего косяка. Ну и второй важный фактор, это не вот такой вот шланг, хер пойми, какой-то завитушка, а нормальный, адекватный шланг диаметром 10. Любой пистолет, абсолютно, будь то китаец или профессиональный, они все корректно работают только на максимальных настройках. Поэтому факел откручиваем на максимум. И с подачей то же самое. С подачей дела обстоят следующим образом. Вы откручиваете до самого конца, наживляете, нажимаете полностью курок и только тогда закручиваете. Закручиваете до тех пор, пока регулировка не упрется вам в курок. Вы это почувствуете. Все, дальше она не крутится. И вот это является максимальной подачей вашего материала. И только сейчас начинается регулировка. Все, что мы крутили до этого, это, грубо говоря, холостой ход, и он ни на что нам не влияет. И только если сейчас мы продолжим закручивать ее, игла начнет перекрывать наше отверстие, через которое подается материал. И если вы красите с манометром, то устанавливается он сразу под пистолетом. Не на поясе, не на выходе с компрессора, не где-то там на стене или в соседнем гараже, а максимально близко к пистолету. Только тогда у нас будут правдивые данные без потерь. Это усвоили. Так вот, если вы красите с манометром, то воздух на самом пистолете мы открываем на всю и регулируем давление уже непосредственно самим манометром, вот этой крутилкой. Делаем примерное давление, какое требует от нас производитель краскопульта, и делаем пробный пшик. Без манометра, в принципе, то же самое. Факел на всю, подачу на всю, а с воздухом, ну тут уже открываете там на ощупь, на слух, как угодно, пока без разницы. Просто открыли и тоже смотрим, пшикаем, что у нас происходит. Расстояние то же самое, 20 сантиметров, как и будем работать. Смотрите, мы в этом варианте явно видим, что у нас наверх краска раскидывается и на низ, а по центру ее не хватает. Почему это происходит? Потому что чрезмерное высокое давление. С этих рогов, с рогов головы, воздух нам расталкивает наш материал, там краска, лак, без разницы, он расталкивает нам факел. И его слишком много, и он, получается, просто сдувает все, что мы пытаемся напшикать. Второй вариант еще может быть то же самое, вот такой некрасивый факел гантелей, потому что у вас слишком разведен материал, он слишком жидкий. Хотя давление может быть нормальное. В обоих случаях давление нужно просто понизить. Теперь давайте сделаем наоборот. Понизим давление и посмотрим, что произойдет. Расстояние тоже 20 сантиметров. Так, где тут нормально? Ну вот тут давай. Смотрите, теперь, так как воздуха с рогов уже недостаточно, у нас получается факел в форме пилотки.
Пусть так будем называть. Да? Тут все просто. Повышаем давление, и проблема решена. Но как же все-таки сделать нормальный факел? Да? У вас получается изначально либо пилотка, либо восьмерка. Тут понятно, с восьмеркой мы делаем факел, делаем воздух поменьше, с пилоткой побольше. Ну и вот такими манипуляциями рано или поздно у вас получается адекватный факел. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот такой равномерный факел у вас должен быть. Красивая прямая линия с краской по всей его длине. Но что же делать, если нам не нужен такой большой факел? Допустим, вы красите пороги, где они узкие, или доски шириной там 10 сантиметров. Зачем нам красить воздух, правильно? Вообще для таких вещей в идеале подойдет миниатюрный пистолет. Но давайте будем реалистами. Зачем нам, гаражникам, отдельный пистолет для таких вещей, если все можно сделать, в принципе, обычным стандартным пистолетом? Мы уменьшаем факел и пробуем пшикать. Как видим, получается потек. Почему так? Потому что, когда факел у нас был полный, краска распределялась по всей его длине, потому что площадь его была больше. Сейчас же площадь у нас маленькая, краски осталось столько же. Поэтому и краску также надо будет закручивать, то есть подачу материала. Проще всего это сделать, если вы закрутите ее полностью до упора. И постепенно будете откручивать, смотреть, когда вы достигнете приемлемого результата. Но помните, что правильная работа пистолета будет только при максимальном факеле, максимальной подаче и правильном давлении. Бывает еще такая херня, когда факел получается бананообразный. Это либо заводской брак, либо засраны воздушные каналы в башке, либо в дюзе. Их нужно просто отмыть. Еще может быть третий вариант. На некоторых пистолетах в самой голове внутри есть резиновая прокладка. И она настолько жесткая, что получается, когда вы закручиваете, голову перекашивает. Она криво становится. Из-за этого получается вот этот банан. Что нужно сделать? Мы подзатягиваем саму бошку и вращающуюся часть, сами вот эти рога, нужно покрутить туда-сюда, туда-сюда. То есть, грубо говоря, притереть. И тогда у нас эта прокладка станет ровно, и этот банан уберется. Это, кстати, самая распространенная проблема вот этого бананообразного факела. Кстати, напишите в комменты, знали ли вы про это. Хочу еще подметить, что для лака лучше подойдет вот этот факел. Он считается лаковый. Потому что при нем у нас достаточно высокое давление, чтобы разбивать наш материал в мелкую капельку. И тогда получается ровная зеркальная поверхность с невысокой шагренью. Для базы лучше подойдет пилоточнообразный факел. Но не такой сильный, как здесь, чуть-чуть поуже. Потому что при нанесении базы нам очень важно перекрытие слоев. А здесь у нас, получается, материал собирается больше к центру. И при правильном нанесении базы у нас получается более равномерное покрытие, потому что все вот эти частички, гранулы краски, они лежат все одинаково. Если у вас что-то не получается, пересмотрите видео еще раз, либо напишите в комменты, и я вам обязательно отвечу. Как получаются все эти виды факелов, я вам рассказал. И как сделать правильный, тоже рассказал. В принципе, ничего сложного, и таким способом можно настроить абсолютно любой пистолет, но только если в нем нет заводского брака. Пробуйте, и у вас обязательно все получится. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Делитесь этим видео, пальцы вверх, ну и до встречи. Это будет 1 000 000 просмотров! 1 000 000! И как сделать правильный факел, я тоже рассказал. Так что, так что, что так, что нахуй? Что так, что, блядь? Так, что, блядь? О, все. Четко. Все, Санька, закончено.